Всем привет! В этом ролике я буду делать складной нож системы FrameLock. Сейчас это один из самых распространенных замков в ножах, но в своей версии я не буду использовать сталь или титан на рукояти. Ролик получился довольно подробный, так что заваривайте чай. Приятного просмотра! Сноска. FrameLock – замок, в котором подпружиненная часть рукояти в открытом положении подпирает клинок и блокирует его. Подготовил материалы и начну с клинка. Для него буду использовать нержавеющую закаленную сталь М390. Перьевыми сверлами по керамике сверлю отверстия. Они хорошо справляются с закаленной сталью, но при этом хрупкие, сверлить надо аккуратно. Осевое отверстие точно подгоняю под втулку, чтобы не было люфта. Размечаю форму и аккуратно, с постоянным охлаждением, отпиливаю лишнее. Закаленную сталь нельзя перегревать, иначе она потеряет свои свойства. Нижнюю часть решил не отпиливать, легче сточить на гриндере. Далее плоскошлив. Об этом процессе у меня на канале есть подробный ролик. Толщину сделал 3,2 мм. На гриндере придаю точные контуры. Со свежими лентами металл практически не нагревается. Чтобы не зацарапать в процессе работы, снизу наклеил бумажный скотч. Форма готова, даже снял фасочки. При помощи дисков для дремеля с двух сторон делаю насечки для пальцев. Теперь спуски. Размечаю центры и, выставив нужный угол, стачиваю, постепенно меняя ленты с грубых на более мелкие. На клинке решил оставить поперечный сатин, здесь он выглядит удачно. Последним этапом делаю скос на части клинка, которая будет запираться замком. Он не даст замку соскочить внутрь. Рукояти делаю из прочного стеклотекстолита G10, цвет неоновый оранжевый. По координатам сверлю отверстия и углубления под пины, это очень ответственный этап. На рукояти, где будет замок, делаю пропил, используя те же диски для дренеля. И фрезерую утоньшение для правильной работы пружины. С внешних сторон делаю углубления для винтов, а с внутренней стороны фрезерую паз для замка. Он-то и будет запирать клинок и упрочнять всю конструкцию. Обрабатываю внешние контуры и делаю скругления на внешних сторонах. Подготавливаю поверхность и переношу на нее изображение будущих насечек. Квадратным надфилем по разметке намечаю насечки, а затем прохожу мелким круглым. Получается довольно цепкая фактура, но при этом не собирающая грязь. Делаю последнюю проточку на пружине и загибаю эту часть внутрь. Работает как на классических фреймлоках. Пружинность очень хорошая. Теперь сам замок. Для него взял сталь от кухонного ножа толщиной 1,6 мм. Вырезал заготовку и сверлю отверстие. Сверлится довольно трудно, но мне даже удалось нарезать резьбу, хотя один мельчик я все-таки сломал. Подгоняя форму под паз в рукояти и придаю красивый вид. Так намного лучше. Для пальцев делаю насечки, чтобы замок было легче открывать. Из 1,5 мм шарика от подшипника делаю стопор для закрытого положения клинка. Называется почему-то сухарь.
В точно отведенном месте сверлю углубление, чуть тоньше, чем шарик. Кладу его туда и запрессовываю в тисках. Теперь он там навечно. На клинке сделал маленькое углубление. В закрытом положении шарик туда попадает и фиксирует клинок от самопроизвольного открывания. Далее остались мелочи. Из бронзовой пластинки толщиной 0,4 мм вытачиваю шайбы. Из титана делаю спейсер. Внутри для облегчения делаю отверстие. Для поддержания общего стиля на нем тоже сделал насечки. Клипсу делаю из титана. На клинок и клипсу заказал глубокую лазерную гравировку с маркой стали, логотипом и датой. Сверху клинка специально оставил место для крепления в точильных станках. Все готово для сборки, каждая деталь выглажена и подогнана. Получилось 21 деталь. Сначала прикручиваю лайнер к рукояти. Выступ не дает пружине работать в обратную сторону, а длина играет роль упрочнения конструкции. Теперь спейсер. Ставлю латунные втулки, спейсер, пин для спейсера и пин для темляка. Стопорный пин для клинка, он больше и закаленный, осевой винт, шайба, клинок, вторая шайба и накрываю второй частью рукояти. Закручиваю винты. За счет длинных латунных вставок получилась очень глубокая фиксация винтов. Ставлю клипсу. Также ее можно ставить на другую сторону, либо вообще убрать. Клипса стоит очень прочно и не шатается. Осевой винт ставлю на фиксатор резьбы, чтобы не раскрутился. Замечательное чувство, когда видишь готовый результат работы, и он выглядит так, как ты его задумывал. Звук щелчка получился четким и громким. Фиксируется отлично, никаких люфтов нет. Вес вместе с клипсой 99 грамм, что довольно немного для такого крупного ножа, с длиной клинка 105 мм. Настало время попробовать нож в работе. Рукоять довольно объемная, и несмотря на свою простую форму, в руке лежит очень удобно. Насечки не дают ножу выскальзывать из рук, а длины клинка хватает для выполнения большинства задач, от самых деликатных до более сложных. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось видео. Если хотите поддержать мой канал в развитии, поделитесь этим роликом с друзьями или в соцсетях. Эту систему ножа я делал впервые, и она не получилась с первого раза. Вот список деталей, которые не вошли в финальную версию ножа.